Так, мы находимся на трансляции Краснодар-Москва. Матче футбольной команды Московский Краснодар. Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Big Hookah Brothers. Я надеюсь, не нужно объяснять, почему именно Big. Тут, мне кажется, достаточно Big в этом кадре. Ты хороший мальчик? Я хороший мальчик. Доброго времени суток, друзья. Блять, я как даун сказал. Доброго времени суток, друзья. Вы на канале Big Hookah Brothers. Мы Big и Hookah и Brothers. Пушка просто на заряде. Если, блядь, 2 миллиона просмотров будет, Рим первый его посмотрит. Доброго времени суток, друзья. Нахуй ты это делаешь, блядь? Мы же эти, Big Hookah Brothers. Доброго времени суток, друзья. Вы находитесь на канале Big Hookah Brothers. И мы, Энтони Дымный и Никола Честный, Челсов, значит честный, пришли к вам в этот мир кальянный, чтобы поведать о новых... Доброго времени суток, друзья, с вами канал Big Hookah Brothers, и сегодня вещаем мы, мой друг, напарник и товарищ, кальянный мастер своего дела, мастер всех дел, Энтони Дымный. А также Никола Честный. Челсов, значит честный. Так, мы хотим вам обозреть сегодня о новиночках, которые выпустила кальянная компания Alpha Hookah. Это модель Irida S, Alpha Hookah Beat Vandal, ну и не такая прям супер новинка Alpha Hookah Beat, но о ней мы расскажем обо всем немножечко позже. И сейчас немножко расскажем о самой Alpha Hookah. Что в 2021 году, Антон, она снова сделала? Что вообще Alpha Hookah в 2021 году сделала? Как минимум это два кальяна Beat Vandal и Irida, переделанный Model S. Также она выпустила двое новых щипцов, Вьетнам и Military, и, по-моему, все. В 2021 году она ничего больше на ХКШ не представляла. Также компания Alpha Hookah выпустила Stratos, первый кальян, который попал в стратосферу. А он реально полетел или он типа в VR они там запустили? Нет, они реально его запустили, а в VR на выставке можно было посмотреть, как это выглядело от первого лица. Вот так вот. Так что, ну, Stratos мы, я думаю, тоже будем обозревать в следующем обзоре, просто у нас его сейчас нет. Итак, что мы можем сказать визуально об этих кальянах? Давай каждую, наверное, по отдельности сейчас все это уберем и будем отдельно, типа, вот, про каждый рассказывать. Давай. Итак, начнем мы свой обзор с кальяна Alpha Hookah Beat, просто классика, он никак не называется, просто Alpha Hookah Beat. Миниатюрный кальян, высота вместе с колбой составляет 35 сантиметров, удобно брать в Турцию, Египет, куда полетите отдыхать, очень миниатюрный, очень компактный, также с ним, по-моему, сумка дойдет в комплекте, ну, типа, чемодан такой. Но он быстро раздрочится, там не очень хорошие эти держалки. Легче было бы просто сделать сумку, добавив цену 600-800 рублей. Я вижу здесь нештатный меласс-уловитель, да? Это дополнительно. То есть дополнительно сразу же он вышел или надо было подождать чуть-чуть? Нет, он вышел не сразу, он вышел через пару месяцев после презентации самого кальяна Beat. Я им пользуюсь в течение 8 месяцев уже с января этого года, но мне не понравилось то, что из-за маленького объема колбы, когда табак очень жидкий, меласса попадает в колбу, колба становится темнее и она начинается пениться. Вот, так что здесь мелассоуловитель мне был прям необходим, хотя я сам не особо предпочитаю ими пользоваться дома и в работе. То есть первый минус мы нашли в этом кальяне. Он выглядит охуенно, стильно, молодежно, классно, но есть первая техническая составляющая. Это то, что когда меласса попадает сюда, и то есть вторую забивку, ты если воду не поменяешь, уже будет все будет в пене, правильно? Все верно. Так что минусы уже у них имеются. Не, ну в любом случае надо после каждого воду менять, но проблема в том, что у меня даже во время первого покура он уже там под конец начинает пениться. Сейчас там напишут в комментариях, типа, блять, отжимайте табак, там, отжимайте то, этот, вы просто, блядь, рукожопы. Нет, мы пробовали по-всякому на самом деле. Ты же пробовал по-всякому, по-любому? Нет, я не выжимаю табак, я не дрочер, я не долбоеб. Правильно, не выжимайте табак. И вот, что у нас получается. Вот такой у нас стильный кальян за 7,5 тысяч. На выходе сколько он стоил? Так и стоил, 7500 сразу же он стоил. Да, все верно. Даже 7500, он экономичный. Но в комплект сразу идет колба, то есть это большой плюс за 7500. Да. Компактный кальян Три с клапана, вертикальной продувкой. Все верно. 3 клапана, 3 шарика. Вертикальная продувка, 3 клапана, магнитный коннектор. Все верно, как и на всех Альфа. Стильный дизайн, Alpha Hookah, как всегда, на высоте. Но техническую составляющую мы расскажем позже, как они решили эту проблему. Также продувочку покажем. Также мы покажем, покурим, все расскажем, все будет круто, как они курятся, как они себя ведут, все свои ощущения. На классической, наверное, тяге будем курить или с диффузором? Да, можно одну на классике покурить, одну с диффузором. Покурим, все расскажем. А если сюда обычную крафт мини поставить? Скорее всего изменится, я думаю, проблема в колбе больше. Так что
все, должны вы переделать будете колбу Альфа. Перейдем мы к следующему его конкуренту, Альфа Хука Вандал. Вот у нас на обзоре второй кальян, Альфа Хука Вандал, более старшая модель бита. Она, видите, сразу более красочная, золотая, такая более мажорская, что-то в стиле Моргенштерна, кто любит золото, там Джигана, я не знаю. Но делали именно по стилю факов, ну такой молодежно-золотой стиль, совместили дорого и классно, типа молодежно. Но это не совсем стыкующиеся вещи, потому что вот это все это панк, рок, вот это все, но панк не вяжется с золотом, то есть это цыганье панковское, панковские цыгане. Панковские цыгане, получается, но они... Но выглядит все равно круто. Выглядит заебато. Но единственное, я сразу же вижу минус, это шарики белые. Альфа Хука могла сюда, по сути, золотые шарики, если она хотела прям супер круто, могли сюда и золотые какие-нибудь, или черные. Ну не, черные бы слились, золотые Да. шарики было бы прям вот классно. Альфа Хука берите на заметку. Что мы еще можем обозревать, что мы можем рассказать об этом кальяне. Здесь усовершенствованная колба, то, что не доработали они в первой версии бита, здесь более широкая колба, более высокая колба. более объемная. Более объемная колба, здесь уже такого не встречается, правильно? Здесь Наверно. не пенится, ничего не происходит, здесь идеально все. Но он на порядок выше стоит. То есть, если тот можно отнести к какому-то среднему, бюджетному, не отнесешь к среднему сегменту, то это уже выше среднего, это уже подороже кальян, это для ценителей, типа, помажористые кальяны. Ну и Xeon берет чисто визуалом. Функционал у них, естественно, одинаковый. Тот 7500 RC, у этого RC 10100. Ну, 9800 на такой прозрачной колбе, 10100. На темной. На темный, да. Я не знаю, типа, почему он дороже, типа, темная краска дороже стоит чуть-чуть. Ну, возможно, это не нам решать, это Альфа Хука. Но в целом кальян за свои деньги топовый, я бы и домой себе такой взял обязательно. Ну, это больше такой туристический, да, наверное, кальян. Походный больше такой. Но мне было бы жалко за 10100 брать такую красоту на дачу, на улицу. Домой? Ну, хотя сейчас же такая мода, тенденция идет. Чем меньше кальян, тем он круче. Сейчас же они меряются там. Кто меньше и красивше сделает, тот топовый пацан сейчас считается, по сути. Угу. Это раньше все считали, что чем длиннее шахта, если ты двухэтажный дом делаешь, то у тебя супер тяга, ты будешь самым топовым кальянчиком в мире вообще. Так до сих пор так считают. Ну да, до сих пор многие так считают, это на самом деле ошибочно. И потом они берут самый высокий кальян, выжимают табак, кайфуют. Да, и сидят в касании, курят. Ой, бля, кайф. Итак, мы перейдем, наверное, к третьему кальяну у нас. Это самая дорогая, да, из всех Да, моделей, это наверное. самая дорогая модель Альфа Хуки. Самая дорогая, самая мажорская модель. Альфа Хука, модель S Elida. Она вышла в мае, получается, 2021 года. Ну, официально представлена, да. На ХКШ. Но это топ, типа, тут я даже доебаться не до чего, честно говоря. А мне есть. До чего? У меня она уже несколько месяцев в пользовании. Мне не нравится его блюдце. Оно слишком маленькое. Оно реально как, оно как отбита. Да, и оно еще и тяжелое. То есть это блюдце от Model S весит как весь Model X. Мне это ужасно не нравится. И главное, что мне не нравится, это система его шахты. Если снять накладку, то шахта будет не полностью прямая, она будет идти прямая, заглубление и еще вниз. Может, То есть ёршиком это неудобно протирать. Надо приходится с двух сторон этим ёршиком делать, потому что здесь такой изгиб. Ага. Мне это неудобно, но по факту это для функционала, чтобы он визуально был лучше выглядел. Это их функционал, но... Короче, они пожертвовали визуалом, точнее, нужно пожертвовать технической составляющей, чтобы был более высокий визуал. Да. Но а так в курении что-то ты только Ничего не промывки. меняется. Ничего не меняется. Единственное, да, замывать с ёршиком не совсем удобно. Поэтому придется по отдельности, наверное, потереть его. Еще надо было там еще, блядь, сказать, что диффузор не меняется. Ну, я не считаю это минусом. Что можно Хотя, сказать да, еще? это проебать можно. Модель S, что можно сказать еще? Диффузор, классика, классный кальян, круто все. Просто хотели похвастаться, что он у нас есть, что он такой классный. Ну и реально, что кто захотел себе какую-то дорогую игрушку, вот такая дорогая игрушка, и обращайте внимание на блюдце, ну и на промывку. То есть вы, если его постоянно будете дрочить, то его мыть его не... Ну, постоянно будете курить. Если вы будете постоянно курить этот кальян, то будет вам неудобно его мыть. Это по мне мнению. По мне вообще иксовые модели самые топовые. Самые удобные, самые классные. Вертикальная продувка, диффузор, легко моется, легко эксплуатируется, легкая. Также можно, как и походные, но чуть-чуть больше может бита. Ну не чуть-чуть, но больше, но он легкий. А сейчас мы переходим про курки этих кальянов и будем курить их и показывать вам, как они ведут себя в курении. Также покажем их продувку. Покажем их клевую продувку крупным планом и также просто нахуй я это сказал, просто чтобы...
И вот наши кальянчики уже готовы. Заведите себе друзей, которые смогут забивать вам такие классные кальяны. Сейчас более крупным планом вам покажем, а пока просто визуально посмотрите, как продувка выглядит сдалека. Далее мы будем под съемочкой покажем вам все, как это курица, все как это выглядит. Пока мы вам расскажем о тяге. На диффузоре здесь правильно, диффузорная тяга облегченная. Все верно. Единственное без диффузора это у нас обычный бит. Мы забили без не забили, а поставили кальян без диффузора, классический бит черный, вот этот он здесь находится, со штатным меласоловителем. Он не штатный, да? Дополнительным меласоловителем, кстати, всем советую, очень классный, очень крутой. Что ты? Дай мне тоже покурить. Я тоже хочу показать людям, как он курится. Так, делаем первую тяжку. Сколько угли стоят? Нормально они стоят. Хуета ебаная. Скажи танк жесткий, блядь, чтобы... Бля, танш пиздец, блядь. Чтобы люди не позорили, типа, блядь. Чебака. Медиум. Бузина. Хуета, блядь. Там у нас сейчас вот здесь будет хуета, блядь, если мы это не раскурим. Сидел бы дома, курил свой элемент воздуха. Классная тяга, крутой кальян, красиво продувается. Количество пышек, давай проверим, за сколько пышек эска продуется. Прям жестких пышек, обычных пышек и жестких. Вот я, представим, что я девочка, 52 килограмма. Это правда очень сложно представить, но просто представим, сейчас я сделаю. Продую полностью, сука. Ну вот почти. Вот он полностью продутый, я полностью затягиваюсь. Начинаем продувать. Сколько пышек? Вот сперва девичьими пышечками. Что за слово пышка, блядь? Пышечки. Ну, типа пышечка. Ну, типа, понял, обычный ротик такой Да, маленький, я понял, типа понял. 52 сантиметра. Ой, 52 сантиметра. Ну, за две нормальные взрослые пышки она продувается. Короче, 9 девочек 52 килограммов. Ну, хотя 50-килограммовые девочки разные бывают, на самом деле. Бывает пыхнут так, что этот кальян взрывается, улетает. Стратос. Да. В общем, давайте теперь классическую тягу. Ой, классическая пышка такая, жесткая. Пышечка такая, пышечка, пампушечка, так скажем. Да не перебивай мою губу меня. Все, вот делаем обычные пышки, да, продувки. Ну, по сути, за одну, да? Ну, вторая прям полностью все выдует. Да. За две взрослые Трофалин. пышки. Две взрослые пышки продувают. Это кальян, хорошая продувка, 3 клапана продувает его, правильно? По-моему, 8. 8? Да. По-моему, я читал, что там 8 клапанов. В практике, видите, мы вместе с вами изучаем, вместе с вами показываем все. Знаешь, как красиво продувать кальяна? Вот прям для видос. Затягиваешься и выдуваешь обратно в колбу. И смотри, как красиво продуется. Это, кстати, я придумал. Итак, мы приступаем ко второму кальяну. Кальян Вандал, точнее бит. Давай заново нахуй. Я еще ему штук неправильно, блядь. Итак, мы приступаем ко второму кальяну Альфа Хука Бит Классик. На меласоуловителе. Заодно и сравним, тяга меняется, не меняется, меласа что-нибудь ворует, кетчер ворует что-нибудь себе или нет. Эти споры постоянные, кто-то на кетчере курит, кто-то без. Что это? Голова какая-нибудь? Это клюква в сахарной пудре. Да? Да. А это же топ-вкус, да, считается? Нет. На самом деле потребители делятся примерно 50 на 50. Кто-то говорит, что это отвратительное мыло, а кто-то говорит, что это невъебенный вкус. Не, ну если у вас рак вкуса, то да, типа можно, блядь, типа заебись. Я понял. А ты что думаешь, охуенный вкус? Хороший вкус. Интересный, вкусный. На вкус как резина, наверное, да? У тебя просто все невкусные кальяны, вкус резина, ебать. Нет, здесь вкус, знаешь чего? Вот знаешь? Мыльной резины, наверное. Нет, да? нет. Сахар когда-нибудь сжег на этой Да, сковороде да, в да. детстве. Вот это совсем другой вкус. Совсем абсолютно другой вкус. Короче, если мне сказали бы, что это голова, во-первых, я голову, не пробовал нахуй никогда. Ну, вживую, типа, как... Это что, фрукт, овощ? Да, фрукт. Ну, мы же, блядь, с Пойолдина, блядь, с Усинска, откуда мы знаем? Это что, цитрус? Это цибуля.
Обязательно, кстати, держите муштук двумя руками. Нахуя? Не знаю. Ну, блядь, я ждал тебя вопрос, типа, нахуя? Я должен был рассказать что-то. Нахуя? Чтобы он крепко держался у вас в руках. Так может одной рукой крепко держать. Не, ну если ты девочка 52 килограмма, то да, мундштук, возможно, тяжелый был. Но тяжелый у Ириды. Короче, что можно сказать по Альфа Хука Бит? На меласовителе мы сейчас курим. На классической. На классической тяге. Чашка Дава Бро. Дава Дым. Чашка Дава Дым. Охуительная чашка. Рекомендую. Убивашка. Турка. Заново пишем, Заново, блядь. Короче, что можно сказать по Альфа Хука Бит на классической тяге? То, что мы говорили пенит, он сейчас, кстати, не пенится. А знаете, почему он не пенит? Потому что здесь стоит меласоуловитель. Если вы хотите пофиксить баг, который мы говорили ранее, о том, что здесь проявляется пена, покупаете меласоуловитель на официальном сайте Альфа Хука, либо в магазинах розничных, они продаются часто. РРЦ 1900 рублей. РРЦ, да, 1900 рублей. Недорого, не... За такую цену, ну, типа он реально он хороший, меласоуловитель, он такой плотный, прям... Он качественный, он стоит своих денег. Во-первых, это не просто меласоуловитель, который ты надеваешь сверху, потом еще чашу, это все неустойчиво, это все страшно выглядит. Это ты... Он компактно смотрится. Вот ты выкручиваешь верхнюю часть, вкручиваешь меласку, он выше не особо-то не становится. То есть он смотрится там, как будто он там и должен быть. Ну, в общем, что, крутой кальян, маленький, классный, все в нем, зашибись. Его можно взять с собой куда угодно, взять с собой чашку от Дава Дыма. Кстати, чашка Дава Дым, классическая турка, охеренно выглядит, забивки на нем четкие, как можно и легкий табак курить, так и тяжелый табак, все на нем прокурится, все на нем будет классно. Сколько примерно по объему? 20 грамм, да, где-то чашечка? Да, она довольно глубокая. Глубокая Выше чашка, среднего, да. то есть для стандартного пользователя, который не касание, да и тут и касание можно бить, да что угодно, короче, вы с ней сделаете, короче, Дава Дым молодец, красивая чашка, классно, на ней где-нибудь написано, что это Дава Дым? Да, там есть логотип Дава бренд. Дава бренд. В общем, рекомендую чашку и кальян в целом. Альфа, как всегда, на высоте, кальян крутой, миниатюрный, если сравнивать из маленьких кальянов, что еще у него? У него конкурент, наверное, это Мамай, маленький. Не, Мамай ему вообще не конкурент, Мамай вообще... За эту цену вы не возьмете Мамай, во-первых, в полном комплекте. Не Мамай идет идет без шланг. шланга, блядь. Не, в Мамае не идет шланга, какого хуя вообще? Так и РРЦ у него сумасшедшая без колбы. Да, он классно выглядит, но ему не хватает шланга, я считаю. Я бы его не купил, вот пришел в магазин, мне начал его собирать, я сказал, какого хуя, почему нужно китайский шланг вот там софтач брать, если я хочу вот готовый кальян. Вот он же маленький, типа маленькая колба крафт, она же дешевая, типа они берут объемы какие. Я бы, блядь, докомплектовал его колбой и шлангом. Я не думаю, что они там в цене бы сильно проиграли, но зато у них был бы готовый кальян. Поэтому, Мамай, задумайтесь, пожалуйста. Конечно, вы нас нахуй смотреть стопудово не будете, но кто-нибудь через третье лицо передаст 100% Мамаеву это. Правильно? Из маленьких кальянов мне очень закатывает, это Mad Peer Simple M Mini. Да, он клевый. Тоже идет в комплекте. Мне нравится, что там резьба, толстое стекло, но и стоит он, по-моему, 10 или 11 тысяч. Он нормально стоит, да. Но там полностью Плюс full на него metal. также мелосовители есть, также, ну, так же, который вкручивают все, так же четко. Да, но у него нету такой проблемы. Нету. Сколько я курил на нем, он не пенится. Итак, мы приступаем к раскурке и прокурке третьего кальяна Альфа Хука Бит Вандал. Новая моделька, золотая, классная, крутая и не вставляется у нее до конца мундштук. Но это надо решаемо водичкой. А брать из чего? Да не так! Он просто новенький слишком. Итак, начинаем курить на диффузоре. Тяга облегченная. Вкуси бейший, что это? Мелисса с ягодами от Мелисса с Чибаки. ягодами от Чибаки топ. Да, Охуенный вкус. согласен. Ну, кстати, тяга вот классическая, диффузорная, они два одинаковых кальяна, отличается сильно. Конечно. Вообще. Во-первых, звук. Не, мне прям вот по ощущениям легких. Ну, естественно, сопротивление меньше. Да, так что диффузор не пренебрегайте. Ты бы кому людям советовал на классической тяге курить, олдскульной или на диффузорной привыкать уже? Мне не нравится олдскульная классическая тяга. Я не люблю мамаевскую, я не люблю Халил Мамуновскую тягу. Мне она не нравится. Не, я... Кальян нужен для расслабления, ты должен кайфовать и отдыхать с этим. Ты не должен сопротивляться, чтобы у тебя легкие сопротивлялись. Ты курить танш в касание, чтобы умирать еще от никотина. Нет, ты должен кайфовать. Ты должен сидеть, отдыхать, расслабляться. Потому что кальян это культура. Это культура курения. Но я
полжизни прокурил на классической тяге, я долго привыкал вот к этой тяге. Мне все время казалось, я перегревал, начинал, привыкал долго. Но непривычно. Переходил и долго, а сейчас мне вот с диффузорной, наоборот, тяжело на классическую тягу перейти. Даже тот же самый Blackburn, если взять, если его даже колодцем забить, мне на классической тяге будет туго прям куриться, я прям чувствую, будет дискомфорт какой-то. Хотя Blackburn топ. Что можно сказать по кальяну? Кальян миниатюрный, красивый, стоит, конечно, дорого. Ну, реально, для кальяна, типа, маленького это дорого стоит. Но он красивый, если у вас есть бабки, и вы хотите что-то красивое и компактное и красивое, вот это лучший вариант. Лучше его что-нибудь есть вообще на рынке? Именно красота и маленько, чтобы было. Что есть лучше его на рынке? Орден? Нет. Орден маленький и лупоглазый, он такой несуразный. Не, ну мне эстетически нравится, опять-таки, Madpear Simple Mini, но он не выглядит так ебейше. Этот выглядит разъем просто, я тебе говорю. Этот кальян выглядит, как будто 3 ангела с небес спустились, создали его и снова обратно на небеса залетели, и вот он вышел, вот это вот рождение просто. Вот эти вот ангелы. Да, именно они. Это совокупность. Кстати, коробочка у него тоже ебейшая. Альфа прям большие молодцы. Они идут как и дизайн кальянов, так и в упаковку. Потому что под каждую разную модель у них разные это. Неон одна коробка, Харли Квинн и Джокер другая коробка, Ирида третья коробка. Продаваемые коробки, да, это продаваемый бренд, он очень красивый. Вот для подарка вообще бомба. Сравни с Мамаем, ебать, коробка просто... Просто картон. Просто картон, реально. А бабок они стоят нормально, эти Мамая. Да. Хотя он не такой уж прям распиаренный бренд, Мамай. Ну типа прям супер не сказать, что он какой-то распиаренный. Он не распиаренный. Итак, ну такие, что мы можем подвести итоги? Все 3 кальяна разъеб, все 3 кальяна красивые, классные. Ирида дорогая. Шли нахуй. Так, что мы можем сказать по 3 этим кальянам, которые мы обозревали ранее? Клевые кальяны, стильные, молодежные. Недостатки мы указали. Я думаю, Альфа Хука нахуй нас пошлет и ничего не будет делать. Все верно, так все и будет. Да. Если у вас есть бабки, покупайте Риду. Если у вас бабки есть, покупайте Альфа Хука Бит Вандал. Если бабок чуть поменьше, берите Model X. Model X, да, Model X берите. Если есть бабки, старейшая классика. а миниатюрный кальян, если хотите, чуть меньше, чем X, берите Альфа Хука Бит. Вот мои итоги. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Рим, салам. Пополам.